Привет, друзья мои! Я поясню, сегодня в соцсетях я высказал свое мнение по поводу этого отжатия, извините, внешнего руководства у предприятий Ахметова. Я там задал вопрос. Ну, понятно, что они будут работать теперь лучше для народа. Мне особо нравится всегда народное ликование, а еще больше мне нравится то, в принципе, на чем я и специализируюсь. Реакция СМИ и около СМИшных всяких там блогеров, там, мимишек всяких. И они натужно радуются этому всему. Ура, наконец-то все вокруг колхозное, все вокруг мое. У меня здесь есть вопрос. Первый, это я перечислил множество предприятий, которые не работают. Ну, почему их не смогли сделать такими, чтобы они приносили пользу народу? Тут я понять не могу. Ахметовские предприятия, они какие-то особые или что? Второй вопрос, конечно же, это с кем будут торговать. Торговать угольком с кем? Я сегодня читал, причем, что самое смешное, от парочки россиян даже читал, что углем можно торговать с Россией. И я тогда написал, что, ребята, в принципе, тогда и нефть Россия несчастная покупала бы уже. Ну и более того, эти бедолаги, им очень нужен газ. Вы знаете что? Россия без газа задыхается. Но если убрать самые бредовые, конечно, схемы, то получится одна торговля с Украиной. И теперь уже украинский Кабмин озвучит новую теорию — реверсный уголь. Ну а что, где-то в Венгрии будут добывать теперь много-много угля, как раз того, что нам и надо. И привозить на территорию Украины. С другой стороны, как это соотносится с морально-этическими нормами людей, проживающих на временно неподконтрольной Киеву территории. Как бы вы все равно будете торговать с теми, кого активно ненавидите. А Киев будет покупать уголь, опять-таки, это же не реверсно, это же оттуда будет идти, у тех, кого тоже сурово ненавидят. Есть еще один интересный вариант, что ничего не меняется. На самом деле Ренат Леонидович проводит интересную спецоперацию, в результате которой он может всегда потом сказать, что у меня-то ничего нет. Гол как сокол. И снимает таким образом массу вопросов, которые к нему имелись из-за работающих на временно неподконтрольной Киеву территории предприятий. Более того, сегодня мне озвучили интересную гипотезу о том, что эти предприятия могут находиться в залогах у иностранных всевозможных финансовых учреждений. Таким образом, залоги отменяются. Меня все отжали. А по факту все продолжится так, как оно и продолжалось. Кому это выгодно? Пальцем ткнуть не могу и сказать, выгодно вот этим или вот этим. Кому это не выгодно, могу сказать точно. Это не выгодно Украине. Это то, что очевидно. Это то, что на виду. Еще что можно сказать точно, это про объединение «Самопомощь» вместе с Семенченками и прочими. Пора переименоваться в «Дружеская помощь Российской Федерации». Ибо так филигранно нарисовать еще одну зависимость, уже теперь не от газа, но еще и от угля, это, знаете, надо было постараться и, может быть, использовали в темную, может, просто мозгов нет, но получилось слишком круто. Вообще во всей этой истории меня, по сути, волнует только один вопрос. Это пайки. Пайки, которые выделялись фондом Ахметова старикам. Со всеми стариками, с которыми мы общались, четко утверждают, что если бы не было этих пайков, они не знают, как бы они жили. Вполне возможно, они ели бы один хлеб и запивали бы только водой. Будут ли эти пайки выдаваться в дальнейшем? И кем они будут выдаваться? Это вопрос, который меня очень сильно интересует. Мы все видели зарплатные ведомости чинуш, отвечающих за пропаганду там на местах. Я думаю, их мало интересуют судьбы вот этих вот стариков, потому что зарплаты там европейские. Меня же судьбы этих стариков интересуют, и мы по-любому будем внимательно следить за развитием ситуации. Как у вас тут жизнь? От одних пропагандистов переходим к другим пропагандистам. Это уже ТСН 1+1. И сейчас они покажут мастер-класс, как правильно быть журналистом. И так они отправляются в серую зону. Ми готові до несподіваних зустрічей, але замість бойовиків натрапляємо на державний прапор. На секундочку, этот журналист постоянно какие-то премии получает. И так он пробирается практически на эту вражескую территорию, где ему в спину могут воткнуть корявый нож, но натыкается сразу же. Не все так плохо, натыкается на флаг Украины. Я бы сказал, на флажок України. Не все так погано. Біля магазину ми бачимо український прапор, а трошки далі ще більший і новіший. Синьо-жовтий стяг. У них флаг вообще, это какое-то их больное место. Везде должен быть флаг. Где есть флаг, там наши. Вот это вот прошлогодний выпуск ТСН из того же села. Єдині прапори, які тут майорять, українські і ніякі більше. Странно было бы там увидеть другие флаги, но тут есть одна фишка. 2 года назад Геннадий Москаль торжественно водрузил флаг Украины над этим
магазином, то есть, а сейчас его нету, этого флага. Может, все-таки сепары, а? Дальше настоящая журналистика. Давай, тряси журналистика ее. А цены у вас за гривни, за рубли как? За гривни у нас Украина вообще-то. Хотел подловить, но не получилось. За гривни, за рубли, как там, да, тут, что тут у нас, за что можно купить, слушайте. А вообще сочувствующие, ну, нам там ДНР есть там? Ну а как народ хочет? В какую сторону? К Украине? А вот народ пообщайтесь К ЛНР. с народом. Пообщайтесь с народом. Она не получается раскрутить. А она должна была, конечно же, ТСНу сказать: да, конечно, мы хотим вон туда вот, за сторону, надоели вы. Ну а вы как хотите? Давай, скажи ему, и завтра ты на всех экранах. Она ж такая тупая, наверное. Да, давай, раскручивай. Гений журналистики. Я вообще-то родилась в Советском Союзе, извините, росла в Украине. И если бы я хотела уехать в Россию, я бы давно уехала. Казалось бы, ну все уже, нормально ответила. Отстань от нее. Нет, конечно же, обосри ее, отойдя на 2 метра. Потому что дипломатический ее ответ можно понять. Они такие, знаете, двурушники. Одной жопой на 2 стульях. Ждут, может быть, русский мир придет. Да. Дипломатичну відповідь продавчині пояснити дуже легко. Невідомо, яка влада тут буде завтра і який прапор вивісять перед магазином. Латентные предатели. Представьте, если бы она сказала что-то другое. Вот ему, кроме того, что она сказала. Ну все, завтра реально на всех экранах. Как тут народ вообще настроен? Куда хочет больше? К Украине? К ЛНР? Продолжает, включив камеру, подстрекатель, продолжает вот интересоваться мнением людей. А они такие тупоголовые, по его мнению, сейчас. Да, как на исповеди сейчас ему. Конечно, к Украине, куда? Где мы жили, там мы живем. У мене діти учать Україна, рідний край. Ну все, Украина рідний край, у мене діти учать. Все, видишь, успокоил зрителей канала 1+1 программы ТСН. Вот его коллега год назад еще круче ориентировалась по настроениям. Ідеологічні розмаїття поглядів яскраво відображення прямо на стінці місцевого магазину. Это она еще в общественном туалете не была в этом селе, потому что если бы она туда зашла, она бы поняла, что половина села извращенцы, она бы сделала такой глубокомысленный вывод. Но тем временем наш гений журналистики ищет, кого бы еще подразвести. Да есть же. А що вони хочуть? Як вони хочуть? З Україною, з Росією? Як вони? Що вони хочуть? Половина с Россией, половина с Украиной. Хорошего персонажа нашел, но его коллега год назад нашла еще лучше. Посмотрите. Утім, у телефоні, може і випадково, та лунає українська пісня. Брат, я тебе отвечаю. А после того, как достойные спикеры найдены, надо зайти в школу, где случайно как раз таки, просто перед уроком, исполняют украинский гимн. А це вже колишня сіра зона. Когда-то были серой зоной, а теперь поют гимн Украины. Правда, поют «Ще не вмерла Україна». Они же не в первый раз его поют. Ну, я надеюсь. За 2 роки, поки селище Новолуганське вважалося нічиєю землею, школярі не забули слова українського гімну. Забыли они, не забыли. Если они не забыли, вот так вот его раньше пели, значит, они его неправильно знали. Потому что четко пели «Ще не вмерла Украина». Теперь вдумайтесь, перед приходом этого клоуна, да, вернее, по приходу этого клоуна, детей поднимают, заставляют петь гимн. Как это патриотично. Ми відчуваємо те, що є кому за нас заступитися. Да? Є кому за нас заступитися. Да для нее украинский это родной язык, сразу видно. Ну, в общем, вот такая вот она, журналистика. Давайте теперь про международные проблемы поговорим. С теми же, с ТСН. І Україні є чому видихнути з полегшенням. Это про новое назначение Трампа. Есть почему нам выдохнуть с облегчением. А почему? Ба навіть більше. Макмастер – справжній фанат українських військових. Фанат украинских военных. Ну, а почему нет? Я не могу понять, почему они сделали из этого новость. Известно же. Петр Алексеевич Порошенко сказал, что у нас самая сильная армия на континенте. Весь континент фанатеет от наших военных. Утім, українцям про офіційний шати забувати навпаки не варто. Я не могу понять. Вот это заострение внимания на ее разноцветных носках. Это как бы это подчеркивает ее стильность, какую-то такую необычность. Это, кстати, те же самые носки, что 2 года назад я видел на ней. Те же, да? Джерела ТСН у Білому домі твердять, команда нового радника з нацбезпеки переконує президента Дональда Трампа у необхідності зустрічі з українським керманичем Петром Порошенком до зустрічі з Володимиром Путіним. Ну все, убила.
убило, но если ранило, то тяжело, потому что команда нового советника по национальной безопасности советует срочно Трампу встречаться с Порошенко. Да, более того, это все, это джерела ТСН, источники ТСН в Білому домі. Основний аргумент зустрічі з президентом країни, що потерпає від агресора, допоможе повернути втрачені позиції, рейтинги і довіру світової спільноти. Рейтинги в мире вернет, если встретиться с этой плаксой, баксой, которая будет постоянно, меня опять обидели. Все, вот как Трампу вернуть рейтинги? Встретиться с Порошенко. Все так просто оказалось. Это было средство массовой информации. Не забывайте, вот это средство массовой информации, правильное средство массовой информации. Вот это неправильный какой-то видеоблогер. Смотрите неправильных.